Ну что, начнем серьезно. Я читала умные книги про базис, надстройку и план. Все правильно, все по науке, но как-то слишком без огня. Производство есть, а радости нет. Распределение есть, а жизни чуть-чуть. Я подумала, если теория живая, почему она такая скучная тут? Если формулы знают ответ, а люди все равно устали, значит, кто-то забыл, зачем все все это писали. Мне не нужен рынок, где все решает цена. Труд не товар, я это скажу сама. Если ценность создаем мы, почему же не мы решаем? Коллектив, не абстракция. Это мы, когда не мешают. Если мир — это схема, я меняю входные данные. Не прибыль в центре, а жизнь по умолчанию. Мне сказали, так было всегда, и иначе не работает. Но всегда это просто привычка, а не закон природы. Если отчуждение норма, значит норму пора сломать. Я хочу видеть результат труда, а не цифры, которые нельзя потрогать. Мне не нужен герой-одиночка, мне не нужен культ имен. Если средства и цель совпали, вот он, настоящий подъем. Мне не нужен рынок, где все решает цена. Труд не товар, и это не метафора. Да если каждый работает вместе, почему каждый живет отдельно? Отчуждение — это ошибка, а не черта вселенной. Если мир — это сцена, то без главных ролей история — коллективный процесс, а не чей-то трофей. Мне сказали, сознание вторично. Я кивнула и добавила свое. Если бытие можно менять, то сознание не обязано ждать. Пусть практика опередит тему, так интересней играть. Я не жду объективных условий, я их создаю на ходу. Если история — это процесс, то я в нем участвую, а не жду. Без хозяев, без аренды на жизнь, без потом когда-нибудь. Средства производства тем, кто ими живет каждый день, а не тем, кто считает минуту. Я посмотрела на мир, на теорию, на чертеж и решила: